Привет, дорогие друзья! И сегодня вновь в эфире серия «Азбука чая». Меня зовут Сергей Шевелев, и мы раскрываем самые азы чая. Какой он бывает, как его употреблять, что такое вообще чай, какие бывают сорта. Мы раскрываем самые популярные темы о чае. Всегда смотрите плейлист «Азбука чая» или «Чай для новичков» на моем канале, и вы увидите все серии «Азбуки чая». А тема сегодняшнего выпуска – это как же появляется чай в России именно у нас и вообще какие мои лично принципы выбора чая. На самом деле можно говорить именно о моей компании, да, о компании «Мой чай», но на самом деле я считаю, что эти принципы, они должны быть применены в той или иной степени в большинстве компаний, которые считают, что они занимаются хорошим чаем. Как вообще все началось и почему я стал ездить в Китай, почему я там провожу год до полугода, пожалуй, единственный год, это вот этот год, когда получился такой карантин, и мне пришлось не поехать в Китай, но надо сказать, что перед этим я провел более 10 лет, по полгода в году, проводя в Китае. Соответственно, если я набрал такое большое количество полезных контактов, что мне, в общем, до сих пор хватает. Хотя, конечно же, при первой же возможности, как только будут границы открыты, снова туда поеду. С чего вообще все началось? Почему я понял, что нужно ездить непосредственно на места произрастания чая и общаться с фермерами? Ну, начнем с того, что когда я просто начал пить чай, даже не такой правильный, а какой-то просто чай, я все больше и больше потихонечку с моментом знакомства, как я уже рассказывал небольшую историю, у меня жена работала в одном из первых чайных клубов, и я познакомился с хорошим чаем, познакомился с людьми, кто им занимался в Москве в тот момент, узнал, что такое вообще бывает, и понял, что да, мне захотелось заниматься чаем. Мы сделали первый небольшой чайный клуб. Первый год, даже не годы, а год первый, я приобретал чай у московских поставщиков хороших, да, у кого был чай на тот момент. Но потом я понял, что, конечно же, чтобы повысить качество и прежде всего даже ассортимент, находить какие-то реально вообще редкие сорта, конечно, нужно ехать на место произрастания. И тут несколько факторов, на самом деле, и цена чая, и его качество действительно, и редкость. То есть все эти факторы, соотношение цена-качество, доступность и какие-то эксклюзивы, возможность заказывать чай непосредственно по твоим собственным вкусам, даже рецептуре. То есть это, конечно, огромнейший открывает простор для деятельности. Так я выучил китайский язык и начал ездить в Китай, на Тайвань. А вот сейчас уже начали по другим странам ездить. Также мы занимаемся мате, ездим в Аргентину, в Парагвай. Также вот мой партнер Алексей занимается травами, тоже активно ездит по всем регионам России. Вот. И сейчас начали сотрудничать и с Индией, и с Таиландом, и с Японией, то есть с самыми разными странами. Везде у нас один и тот же принцип. То есть мы едем непосредственно на место, либо едет мой партнер, мой коллега, если я сам не успеваю это сделать. И мы договариваемся с фермером. И, собственно, почему вообще мы начали ездить? То есть в чем была проблема, в чем была задача? Ну, дело в том, что если взять если мы сейчас даже не говорим про чай в пакетиках или какие-то чаи совсем массовые, которые какими-то там с ароматизаторами или чем-то еще, но все равно так или иначе, даже чай, который считается как бы условно хорошим, он, как правило, покупается достаточно крупными компаниями, большим оптом, привозится в Россию, какое-то время хранится и там потом фасуется. Часто если вы видите даже на пачке дату фасовки, это не дата производства, это дата фасовки чая. То есть этот чай, он де-факто как бы просто не свежий. Не для всех сортов, конечно, это, скажем так, существенно. Тот же, например, пуэр или какой-нибудь даже некоторые красные чаи, да и многие чаи хорошего качества, они от того, что они хранятся долгое время, они не становятся хуже. Но дело в том, так еще есть, что чай это сам по себе низкого качества, и для него, скажем так, такое хранение не лучшим образом на нем сказывает, особенно касается зеленого чая какого-нибудь или еще других сортов. Это одна причина, то есть не свежесть. Вторая причина – это то, что достаточно ограничен выбор. То есть какие-то редкие винтажные сорта, которые в небольшом количестве производятся внутри самого Китая, есть, конечно, там ходили легенды, что якобы они там запрещены к вывозу из Китая и так далее. Это, конечно, ерунда, например, про желтый чай такое говорили. Но дело в том, что никто не стремится их особо экспортировать, потому что их мало, и обычно внутренний рынок их полностью все употребляет, то есть не доходит до каких-то экспортеров.
Обычно на экспорт идет уже чай, который, собственно, не пригодился на внутреннем рынке, или, скажем так, на него его так много, что спрос хватает на внутренний рынок и на экспорт. А чая, которого мало, его обычно никто не стремится экспортировать. То есть никто не занимается целенаправленно, в том числе и компании, которые целенаправленно работают на экспорт. Например, очень многие компании в провинции Хунань работают непосредственно европейский, на российский, на американский рынок. Есть крупные рынки, например, Фанцун в Гуанчжоу, и Малиндао в Пекине, которые тоже для многих начинающих чайных деятелей были таким порталом попадания, вообще именно возможность купить чай. Потом есть, конечно, такие площадки китайские, Alibaba, Taobao, AliExpress и так далее, где тоже люди покупают чай, но там это тоже кот в мешке, и ты не можешь лично пообщаться. То есть ты можешь пообщаться по чатику, но получить гарантированно тот продукт, который тебе надо, ты можешь в очень ограниченном количестве и сломав 50 тысяч копий. Я получил такой опыт тоже, даже когда для себя лично что-то там заказывал, очень давно. Я понял, что, конечно, это абсолютно никакого в этом нет смысла. И когда ты приходишь на землю, стоишь непосредственно с человеком, который выращивает этот чай, стоишь непосредственно у машин, которые его обрабатывают, ты получаешь абсолютно другое все. И это касается и качества, и вообще всех абсолютно факторов. И возвращаясь к некоторым негативным моментам, что мы имеем плохого, скажем так, в продукте, который распространен на массовом рынке, то есть помимо того, что он может быть не свежий, может быть узкий выбор, также еще очень много, конечно, ароматизированного чая, который тоже просто добавляется химический ароматизатор для какого-то одного вида чая и делаются разные всякие манговые какие-то вкусы, какие-то молочные улуны и так далее. То есть, в принципе, это единственный чай, который мы, например, тоже продаем. У нас есть молочный улун в ассортименте, всегда говорю об этом, но всегда всем, кто его покупает, всегда рекомендую, берите натуральный. Есть возможность сделать, например, молочный улун из хорошего японского ароматизатора, взять хороший свежий чай тигуанин, а не какой-нибудь не свежий, или динсюань хороший, как прекурсор. Но это единственный сорт, который я себе позволил иметь в наличии, потому что он очень популярен. Но в целом я всегда рекомендую, никогда не берите никакой молочный улун, покупайте свежий, натуральный чай, гораздо больше получите от него удовольствия. Этот фактор с ароматизаторами и фактор с всякими купажированием. То есть, когда чай может быть не сортовой, а смешанный из разных партий, какой-то весенний с летним, или разных компаний перемешанный, потому что в больших объемах поставляется. То есть тут очень много факторов. И часто, бывает завышенная цена, естественно, если мы сами торгуем на довольно уже большом объеме, нам, конечно, невыгодно покупать это у тех, кто сами не производит этот чай. Поэтому, собственно, если мы что-то приобретаем в России, как правило, это чай либо нашего собственного производства, совместного производства, как у нас в Сочи, с нашим партнером, мы делаем сами чай, или травяные чаи, которые мы сами делаем, естественно, керамику, которую мы сами делаем, это То есть мы переходим уже в следующую стадию нашего собственного производства. В Китае у нас тоже было одно время практически, можно сказать, наше совместное производство, где мы помогали оборудованию одному заводу, и с ними плотно сотрудничали. А сейчас мы расширили такую сеть производства. И у нас, по сути, основное количество чая, которое мы сейчас приобретаем, это некие такие контрактные производства, когда мы совместно покупаем сырье. Часто это бывает даже на уровне свежего листа, особенно в Юнане, где мы берем большие объемы чая, размещаем этот чай на обрабатывающее производство, то есть делаем полуфабрикат. В случае, например, можно описать пример, как делается шупуэр. То есть берется свежий лист, он закупается, отдается на обрабатывающее производство. Чуть шоу, по-моему, по-китайски, я сейчас не помню, как правильно пишется, но есть такое жаргонное название этого, такое перерабатывающее производство. И это самое производство делает полуфабрикат маоча, шэньпуэр, по сути, такой. После этого он отправляется в Мэнхай на ферментацию, либо в Линцан, два места, где больше всего делают ферментацию. Также еще есть Юнде такой регион, и там уже он ферментируется, получается уже готовый сырец шупуэра, который потом делается несколько разных партий, мы их по-разному купажируем, смешиваем, смотрим, какой вкуснее получается, и прессуем. И получаются наши фирменные блины пуэра. Это на примере шупуэра такой полный цикл, как мы делаем чай. У меня огромное количество поставщиков, то есть постоянно сейчас больше 1000 вообще, с кем мы постоянно поддерживаем какой-то контакт, это касается и керамики, и чая, может быть, самых активных, конечно, не так много, несколько сотен, но все равно это достаточно большой такой внушительный список, с кем мы работаем на регулярной основе. Бывает, что ради одного какого-нибудь сорта чая мы сотрудничаем просто с целым регионом, и в этом регионе может быть 10-20 разных поставщиков, и от одного 2 сорта, от другого 2 сорта. Это немножечко, как говорится, complicated, сложно, но мы стараемся это делать именно так, потому что качество и уникальность продукта для меня важна.
Конечно, тут тоже есть свои сложности, то есть при работе с фермерами, почему тоже опять-таки нужно навещать снова и снова тех же фермеров, с кем ты работаешь. Во-первых, есть такое понятие в китайском гуаньси, то есть укрепление отношений, каких-то вот таких вот близких, когда ты можешь уже, они на тебя могут рассчитывать, ты размещаешь какие-то предзаказы, они там работают только на тебя, как я уже говорил, есть такие фермеры, которые работают эксклюзивно с нами, да, особенно когда можно обеспечить объем, вот, и, собственно, получается так, что большинством как бы фермеров нет каких-то проблем, то есть ты просто знаешь, что ты можешь на них рассчитывать, все получается как-то органично, да, то есть ты просто работаешь и все хорошо. Но бывают проблемы. Какие бывают проблемы? Бывают проблемы, например, просто невнимательность, там, перепутали коробки, например, да, и хотя у нас такая двухфакторная проверка, то есть сначала, если я на месте, я проверяю, тут же пью чай, упаковываем коробки, отправляем на промежуточный склад в Гуанчжоу, либо там, например, в Иу, там есть разные склады. Проверяем еще раз, бывает, скрываем какие-то дополнительно, пьют там мои коллеги, сотрудники. Потом, значит, все приезжает в Москву, мы еще раз дегустируем чаи, вот, и только после этого он поступает в продажу. Естественно, получив все там нужные документы и так далее. Но все равно бывает, что-то случается. Это сейчас очень редко случается, но если случается, как правило, такие партии либо они полностью снимаются с продажи и даются на какие-нибудь там оптовые базы, где из этого делают какую-нибудь ароматику или еще чем-то такое, то, что нас не касается, и то, что не касается нашего ассортимента. Да? Либо, у нас таких случаев на самом деле было очень мало, поэтому даже сложно вспомнить, что там. Но, как правило, он даже не доезжает до продажи. Потому что для меня предельно важно это понятие качества. Но, конечно, при этом чудес не бывает, и все-таки этих случаев, хоть и немного, но было, да, когда там какие-то были перепутанные партии, было там что-то неправильно оценено или неправильно подписано, или еще какие-то проблемы, да, там, когда пересортится какая-то там вот. Поэтому постоянно нужен контроль качества, дегустация, то есть на всех этапах. У нас, например, новый чай приезжает, есть такая традиция в клубах, что мастера собираются, дегустируют новые чаи, насколько это возможно, как можно быстрее после прихода, да, особенно какие-то действительно важные сорта. То есть это, у нас все сорта важные, да, так или иначе, но стараемся пробовать как можно больше. И вот вообще дегустация, собственно, сейчас тоже дегустирую один из сортов. У нас тут чай Дахунпао, причем это, кстати, наш такой самый, один из базовых чаев, называется Дахунпао Мэйдун. Я очень давно его не пил, это такой классический купажный Дахунпао, большой красный халат, который по праву считается одним из таких самых популярных чаев. Я вот сейчас, например, получаю удовольствие, потому что давно не пил, это очень бюджетный чай такой у нас базовый. И вот смотрю, пью, и меня радует то, что у нас именно такой чай, в такой низкой ценовой категории, и при этом он весьма достойный. То есть у меня очень важный принцип, что чай, который мы сами не пьем, или я там не нравится, мы просто его вообще не ставим в продажу. Вот, и если я не могу за него ответить, или мои коллеги не могут за него ответить, то мы, в общем-то, его не продаем. Вот это, пожалуй, только такой тоже важный принцип. Еще такой важный момент – это так называемый теруар, который тоже очень такой важный фактор, то есть это место, где растет чай. На самом деле можно провести даже аналогию с вином, да, то есть есть какие-то там столовое вино, там смешанное со всего там юга Франции, там, да, непонятно откуда, а есть конкретные виноградники там с того или иного проверенного хозяйства, да, и так далее. Вот у нас такой же подход с чаем, то есть есть большинство чаев, конечно, каких-то бюджетных, то есть даже не большинство, а заметная часть бюджетного чая, который тоже может быть из какого-то региона, смешанный там и так далее, но у него и соответствующая цена там 300 рублей там, или 400 за 100 грамм, или даже ниже. А есть чаи, которые, реально эксклюзивные, и которые делаются в определенном регионе, даже собираются с определенных деревьев, как, например, чаи там из Юнде, которые я всегда везде рекламирую как одни из самых моих лично любимых, например, Юнде Ешенхунча, дикорастущий красный чай из Юнде, потом некоторые чаи севера Гуандуна, там некоторые эксклюзивные гуандунские луны, ушаньские луны, там, да, Дахунпао разные у нас тоже есть. И мы сотрудничаем с теми или иными фермерами на таком вот очень близком контакте, да, и получается иметь непосредственно, мы знаем, что вот он делает, вот у него такой вкус, и более того, на самом деле, там даже сложно что-то поменять, скажем так, подделать, потому что я знаю, какой вкус там должен быть, то есть чай приходит, ты пробуешь и понимаешь, что да, это он, и фермер это тоже понимает, и когда у тебя уже такие длительные отношения, то, в общем-то, уже какие-то риски уходят на второй план, потому что они понимают, что ты с ними там 8 лет сотрудничаешь, и как-то тебя подводить, для него это удар по репутации, поэтому мы, конечно же, обращаем внимание. Такой важный момент, что в процессе именно такой близкой коммуникации возникают какие-то новые интересные продукты. А могу привести несколько очень интересных примеров. Например, у нас есть фабрика в уезде Юнлун, это провинция Юнань, и там с этой фабрикой мы тоже уже дружим не первый год. Они сделали нам габа шупуэр, габа шенпуэр и габа белый чай.
Причем это абсолютно все три уникальных чая. Габа белый чай только вот в этом году скоро появится. Одному моменту этого видео он уже будет в ассортименте. Абсолютно уникальный, неповторимый вкус у чая. То есть берется это белый чай вообще сам из Фудзяни, который выращен по этому провинции Юннань на высокогорье и обработан по традиционной технологии белого чая, но при этом еще на одном этапе там было немного вакуумной ферментации, то есть он чуть подферментированный. Абсолютно уникальный продукт. Тоже благодаря вот такому сотрудничеству родился, да. Габа Шу пуэр это чисто вообще был наш запрос. То есть, если Шэн пуэр они сами пробовали делать, а вот Габа Шу это был тоже наш такой вот эксперимент, можно сказать, совместный, да. Потом то же самое с улунами, сделанными из красного чая, да, там, который мы делали в Гуандуне. Или, например, мы делали из чая басянь, басянь люча, то есть зеленый чай из басяня, из улуна мы сделали в, например, на юге провинции Фудзянь, да, то есть в Джаоань, да, то есть непосредственно тоже там. Много-много-много других каких-то еще экспериментов, например, Дохунпао Цзиньпин, это тоже купаж по нашему сорту. И сейчас вот все больше и больше сортов, по сути, я могу сказать, что это вот наш чай, который сделан под нас на заказ. То есть не какой-то, мы там приехали, пропили пробники и прям вот эти чаи выбрали. Часто бывает, я выбираю шу пуэр, мы пропиваем их, потом я говорю, ага, вот из этих мы делаем такой купаж, эти нужно еще подферментировать, там эти там нужно еще что-то с ними сделать, там похоронить там и так далее. То есть мы всегда стараемся находить какие-то интересные вкусы и постоянно в этом совершенствоваться, чтобы появлялось все больше новых вкусов. Именно для этого тоже нужно постоянно быть на связи, постоянно ездить. Вот сейчас пока нет возможности ездить, но по крайней мере есть возможность очень много общаться, собирать пробники и коммуницировать, насколько это может делать онлайн. Вот, надеюсь, что скоро все это закончится. Еще такой момент. Некоторые спрашивают, а как вот узнать, какого поставщика тот или иной чай. Ну, на самом деле, часто бывает так, что в описании чая у нас есть видео с этого производства, такое тоже можно найти. Можно спросить, если это интересно. То есть у меня, что мне нравится, я всегда люблю шутить на эту тему. На каждое мое слово есть видеопруф, да, то есть мы снимали видео практически на всех заводах, с кем мы сотрудничали. И есть непосредственно даже некоторые чаи, где мы покупали чай и название имя этого фермера, например, имя дочери этого фермера состоит в названии чая. Например, есть такой Юнлун приставка, да, это тоже имя фермера из Уишань, с которым мы тоже много лет сотрудничаем. А есть такой еще тоже приставка Цивэй, это тоже вот название хозяйства в Чаочжоу, с которым мы тоже сотрудничаем. Вот. Часто такие чаи, они бывают быстро заканчиваются, потом снова даже не всегда появляются, поэтому тут сложно отследить именно какую-то последовательность. Я, как говорю, мы сотрудничаем именно с фермерами, большей частью это не очень крупные заводы, и поэтому чай постоянно обновляется. Еще такой момент, мне часто говорили, что вот вы там растете, развиваетесь, вырастаете такую большую компанию. Сейчас там вот мы находимся в Амстердаме, например, здесь тоже делаем филиал и планируем еще больше расширяться. И не ухудшится ли там качество вашего чая, как же вы там все это контролируете? На самом деле обратная пошла ситуация, то есть даже наоборот можно еще улучшить качество своего чая, потому что просто нужно расширять количество поставщиков, и мы, размещая предзаказы, даже получаем еще лучшее качество, потому что фермеру становится уже очень важно, чтобы ему понравилось, если тебе понравился твой чай. Когда ты берешь там 10-20 килограмм там, или даже 100, ты, конечно, для него важный, но ты для него не жизненно критично важный. И поэтому, если, например, у него в сезон купил там тонну, 2, 3, 5, и он понимает, что если ты, не дай бог, останешься недоволен, тебе не понравится качество, или там твоим клиентам не понравится качество, то ты не вернешься, а для него это как бы очень ценно. И поэтому фермеры, когда я стараюсь выкупать все, что они производят у многих фермеров, они как бы для них это безумно важно, и они очень стремятся как бы сохранять это отношение, реально стараться делать очень хорошо. И тоже это нам позволяет и цены удерживать разумные, потому что одно дело ты когда берешь чуть-чуть, другое когда ты больше, и может договориться о хорошей разумной цене. И часто я привожу примеры даже, что некоторые чаи в розницу у нас могут быть сравнимы с розничными ценами китайскими. И это я абсолютно не преувеличиваю, например, какой-нибудь блин пуэра, стоящий у нас там условно 1000 рублей, это та же самая 100 юаней в розничной цене в Китае на средний блин пуэра. Бывает дешевле, бывает дороже, ну как бы, если говорить про шу пуэр, это так в среднем. Вот. И то же самое, в принципе, по многим рассыпным чаям, то есть если сравнивать просто по цене, то достаточно проводить сравнительную дегустацию для того, чтобы получать именно вот, финальный продукт, который вы видите, что он соответствует как бы цена-качество, да, соотношение самое главное, чтобы это соотношение было вровень. Для меня это вот, такой один из главных факторов вообще при выборе чая, то есть соотношение цена-качество. И я часто не обращаю внимания на какие-то вот, я говорю про места, про отдельные какие-то теруары, да, но я никогда не фокусируюсь на теруарах, которые просто вот известны. То есть, например, есть
какие-то известные горы, например, там Буланшань, там, да, на горе Буланшань есть там деревня Лаобанджан, там Лаоман, еще что-то. Мы, конечно же, закупаем оттуда чай, но это всегда как бы какой-то вот такой отдельный фактор, да, отдельная эксклюзивная линейка чая, но мы все равно концентрируемся на чае, который больше упор идет на качество, может быть, не столь известное место, но тоже те же принципы, там, органическое земледелие, или собирается чай со старых кустов, там, или чай собирается, там, первый сбор, например, зеленого чая, что очень актуально. Ну, какие-то такие факторы, которые так или иначе важны для именно определенного сорта чая. И всегда, конечно, все это еще раз дегустируется, вне зависимости от того, насколько долго мы сотрудничаем с фермерами. То есть эти моменты, они безумно важны, чтобы вот эта вот ниточка доверия была. Ну и самое главное, что вы можете всегда знать тоже, то, что у нас на сайте можете читать огромное количество комментариев к чаям, где люди оставляют отзывы, эти отзывы там уже больше 10 лет собираются, в том числе даже какие-то негативные отзывы, мы, естественно, их тоже оставляем, если они оставлены с целью, там, ну, человек, может, не разобрался, неправильно заварил, или чай действительно не соответствовал его ожиданиям, да, в этом случае мы всегда приглашаем там в клуб, давайте вместе заварим, посмотрим, что вам не понравилось, там, да, или действительно, если вдруг чай оказался каким-то не таким, ну, что бывает редко, как я уже сказал, мы там можем снять с продажи, там, вернуть, там, даже компенсировать, если действительно чай оказался несоответствующим, да, что, опять-таки скажу, бывает редко, но для меня это очень важно, и я очень лично отвечаю за качество, лично отвечаю за нашу продукцию, для меня предельно важно вот это качество, для меня это вот главный вообще стержень. То есть, если нету качества, то, собственно, все остальное не имеет никакого значения, потому что это все вот как раз доверие, это все общение, то, что вот вы можете взять, тут оставить мне комментарий любой там, да, на видео, можете посмотреть это, можете увидеть, как я закупаю, как я работаю, как работают мои сотрудники, все открыто, да, и в этом плане вот такая открытость, она, в общем-то, и гарантирует всегда понимание, что вы можете всегда ответить, всегда выйти на связь, если что-то вдруг не так. Это касается вообще в целом не только там качества чая, но вообще нашего там сервиса, да, поэтому, ну, на качестве базируется все. Еще такой важный момент, получился такой довольно объемный блог, потому что действительно это базовая такая вот штука, как мы выбираем чай, то есть вообще это моя основная работа, по сути, то есть тестинг, селекция чая, закупка чая. И очень важный момент, почему мы называем чай такими сложными названиями, особенно когда человек, например, только-только начинает знакомиться, он читает какое-нибудь название там Удун, Милансянь, Фэнхуань, Дэнсун. Он такой читает, и у него просто ломается мозг вообще. Но потом, когда ты потихонечку начинаешь разбираться, ты раскладываешь вот эти все вот паттерны на кусочки. Например, Удун — это пик Удун, да, это название горы, где, да, он растет. Там Милань — это орхидея, Милансянь — это аромат орхидеи, да. То есть Милансянь, Фэнхуан — это пик, вот, собственно, горы, где находится Удун, да, и Дансун — это одиноко растущий куст. Я такой взял, почему очень сложное название, да, и дальше увидишь, что Дансун — одиноко растущий куст, и всякие другие, там, например, там, Джилансянь Дансун означает, что это, значит, тоже еще один Дансун оттуда, да, или Яшисян, вот, тоже, это тоже оттуда же, да, то есть все вот эти приставки, они имеют некое значение. Или, например, очень часто вы можете видеть такое название Ешен, означает дикорастущий, да, и также. Но есть еще бывает путаница, например, шу – это шу-пуэр, но также это еще шу – это еще и дерево. То есть, например, дашу шу-ча может означать, что шу-пуэр с больших чайных деревьев. То есть дашу – большое чайное дерево, шу-ча – это шу-пуэр. То же самое может быть шен-ча, там дашу шен-ча. И кто-то, кто не разбирается, думает, а почему шу находится вот рядом с шеном, а это имеется в виду, что это большое дерево, а не то, что это шу-пуэр и шен-пуэр одновременно. Есть такие некоторые нюансы, но на самом деле никогда не стесняйтесь задавать вопросы, и я всегда рад об этом рассказать, да, более подробно, но мы всегда стараемся держать оригинальное название чая, иногда уточняя какие-то его географические происхождения, либо, может быть, еще момент, связанный с его производством, то есть это может быть там имя фермера, еще что-то. Это тоже очень важно, мне кажется. Немножко вначале может казаться сложным, но потом, когда вы погружаетесь, вы понимаете, что о чае вы знаете чуть больше и не имеете какие-то там слезы девственницы или какие-то придуманные названия, которые не имеют никакого отношения к исходному названию чая. Например, мы даже когда делаем чай в России, мы называем, ну, там, краснодарский, там, какой-нибудь шен, там, да, почему? Потому что он из Краснодара, потому что он сделан по технологии шен-пуэра, да, и то же самое касается всех наших каких-то других, там, трав, например, вы берете травяной сбор, вы знаете его состав, вы знаете, из чего он сделан, то есть понятность товара, понятность его происхождения, понятность, что за продукт вы держите в руках, откуда он появился, для нас тоже очень важно. Я могу, конечно, очень долго это рассказывать, для меня эта тема очень близко, как я уже сказал. Если вас что-то интересует, обязательно задавайте вопросы в комментариях. Я думаю, что будет много вопросов о том, как и что. Могу дополнительно еще дать какие-то ссылки на наши видео, где рассказываются более подробно те или иные темы нашей работы или то, как я закупаю тот или иной чай.
Вот, поэтому да, приятных вам чаепитий. Обязательно покупайте хороший чай, пейте чай без сахара. До новых встреч. Всего самого доброго.